2 января, смотрю, везде идет снег, везде. Даже там, где его не было годами. Только у нас вот такая вот история. Такая и ничего другого, к сожалению. Вот я не знаю, что сейчас ждать. Вот что? Вы скажете снег? Нет, ничего подобного. По прогнозу нам обещают дождь. В итоге прошел час, очень холодно у нас. Ну вот прям такой, знаете, воздух и ветер такой, ну вот прям как морозный. Прям в воздухе вот снежный, вот как снег холодом таким отдает. И что-то типа крупы срывается. Видите, вот такие маленькие льдинки. Я вам скажу, такое ветреванище. Мужчины даже только что вышли без стразонки, шапки, а дети, посмотрите, раздетые. У них вообще дети в априори ходят раздетые, без шапок в основном. Вот эти вот на новогодние праздники можно было встретить вообще девочек с голыми ногами, в юбочках, в гольфиках, куртка в руках. Ну что, она раздета. Вот, и дети вот, смотрите, раздетые. Тренер в перчатках, в шапке, во всем дети раздетые. И как все время у них ходят. Я уже дошла домой, девочки. Холодина, ветрюганище, ветер ледяной. А толку от него никакого, кроме холода. Так, бумажные полотенца взяла. В Экшен ходила. Потом зашла в польский магазин. Взяла вот такие вот гнезда, но тоненькие, типа лапши. Ну, просто отварить с маслом сливочным. Там же взяла в польском вот такую вот приятного цвета мочалку. Я бы с удовольствием взяла беленькую или бежевую, но не было. Из самых таких нейтральных и менее, чтобы бросались в глаза, яркие была вот такая. Все основные были ярко-зеленые, ярко-голубая, ярко там прям оранжевая. Вот такие. Сметану взяла, кстати, вообще. Польский магазин тоже в плане молочки наполовину пустой. Хотела взять молока, хотела взять кефира. К сожалению, ну, вчера же выходной был. Печенье взяла в Экшене. Взяла, наконец-то, начали появляться батарейки. Вот они просто недорогие и нормально работают. Потому что все остальные свыше, чем 4 евро. Так. Собственно, не знаю, чем они там отличаются. Мне вот эти все вот новогодние все причиндалы нужно вставлять. Зачем мне нужны дорогие, правильно? Так, взяла, не было, к сожалению, кашемир. Кашемир я брала в другом магазине, это в центре. Ехать туда мне не хочется, поэтому взяла Нивею Диамонт. Вот эту вот. Типа бриллиант. Но кашемир мне, конечно же, нравится больше. Потом взяла в Экшене тоже цены на Барни, всегда хорошие, потому что во всех других магазинах здесь в Бельгии около 3 евро, а в Экшене евро там 40 или что-то такое, евро с чем-то. Потом взяла тоже только такой был туалетный гель, типа Доместос, тоже почему-то отсутствует сегодня. Потом взяла вот такую вот просто шампунь, чтобы стояла на полочке, Валерычу там, или ну, просто, бывает, знаете, нейтральная шампунь какая-то должна стоять. Вот так вот. Для мусора. И все. И ложки взяла чайные. Господи, хотела, конечно, взять вообще с длинной ручкой, без всяких вот этих визерунков, но не было. Были или совсем вот эти дешевые, знаете, неприятные. Даже когда, ну, держишь в руках, неприятное какое-то качество металла. Вот. Поэтому взяла вот такую вот. С какими-то узорами. Ну да ладно. С узорами, значит с узорами. Будем, значит, пользоваться с узорами. Вот и все. Вот это вот были основные, собственно, вещи. Потому что ложки, я не пойму, куда они деваются. То ли в мусор их кто-то выкидывает, то ли... Не понимаю. Они просто, то ли ножки у них там появляются, то ли они сбегают от нас. Короче, это тоже нужно было. Варю Марку пельмени. При полном холодильнике варю ему пельмени, потому что он ничего не ест. И ни салаты не ест, вот эти вот, ни оливье, ни под шубой. Единственное, ест вот эту, да, сырную намазку. Чеснок
яйцо и сыр, да. Но и пальчики ест, и пюре ест, и крабовый ест. Ну, крабовый на этот раз не готовила, потому что я его и так очень часто готовлю. И, скажите, на Рождество его готовила. Вот, и поэтому, чтобы как-то разнообразить ему меню, вот, варю ему макарошки. Потому что пальчики сегодня и пюре есть уже. Да пюре уже нету, все уже съели. Голубцы свои, Валерочки тоже. Мы с ним голубцы и по оливьюшечке. Вот. Вкуснятина. Прям все по-домашнему. Прям вот продукты вообще большую роль играют. Проснулись, у нас снег лежит. Не толстый, такой вот слой, но тем не менее лежал. Прям лежал, не знаю, часов, наверное, до 9. Уже даже люди рано, в 8 утра уже с детьми, уже тут с какими-то там, не знаю, даже саночками были тут что-то там. Дети тут забавлялись. Вот потом, конечно же, он растаял. Вот такие вот остались остатки. Ну, теперь снова пошел. Что-то срывается там такое. Ну и погодка, я вам скажу. Снега нет, но зато такой холод появился. Вот прям очень холодно. Вот этого вот снежка, который идет. У меня немножко времени, я немножко раньше приехала. Ну, немножко, там буквально на 10 минут. Вот. И зашла, здесь Lidl есть. И думаю, дай зайду, может быть, еще есть вот эти вот очень странные дела. И возле каждой кассы просмотрела уже пустые ячейки. Возле самой крайней только нашлось. Немножко еще осталось, взяла. Но вдруг, вероятность маленькая, конечно, что там попадется, потому что у него там 3 штуки осталось. Вот. И маленькая вероятность, что именно те, которые ему нужны. Но, тем не менее, знаете, а вдруг? Это ж такое дело. Хотелось бы, конечно, чтобы он собрал там всю серию, которую он хотел. Но, увы. Вот это ж вот такая вот, видите, история с этим снегом. Вот, с одной стороны, хотелось бы, конечно, на Новый год посмотреть на заснеженные с окошка, потому что вот так вот это вообще в лицо бьет, холодно, вода, вот это все. Так, я сюда или не сюда? Что-то я... Так, я пришла. Здесь первый, как у нас, второй. Наверное, как везде в Европе. Получайте. Надеюсь, хоть одно там что-то будет. Дай бог. Хотя бы одно. Но дело в том, что в том Лидле в центре, там уже все ячейки были разобраны. Там на крайней кассе вот это оставалось, там нечего было и выбирать. Понял? Так что дай давай. Бог, надеемся. Пробуй. Никто, кроме меня, эти, скажите, огни не включит. Никто. Никому не надо. Вот так. Так, дерево нужно тоже включить. Вот совсем же по-другому сразу. Ощущение, когда включаешь. Кстати, у Марка все повторки. Поэтому я думаю, на этом мы и закончим вот эти все сборы этой коллекции. Потому что когда остается совсем немножко, уже сложно, знаете, попасть вот куда тебе нужно. Вот, и уже, я думаю, потом в будущем, может быть, с кем-то обменяется. Я думаю, у многих там есть всякие повторки, вот эти все, и, может быть, дособирают, не достают. У него, к самому, там одна, всего лишь одна, которой нет. Так что
Вот там 2, по-моему, они с Ксенией уже. Ксения ему приготовила, у нее повторки того, чего нет у него. А одной такая, что ее прям нету. Ну, ее уже можно будет или у кого-то или перекупить, или что-то в этом роде. Так что все, все 3 повторки были. Больше я покупать, честно, не имею желания, учитывая то, что там и шоколада, как с гулькин нос. Так, сейчас отварю вот это вот гнезда вот эти. Вот что были. И все, сама покушаю, наверное, оливьешечку. У меня там еще осталось. Какая красота. У нас сегодня 4 января. Сегодня заключительный день празднования Рождества и Нового года. Праздники длились с 6, получается, декабря по вот 4 января. Сегодня там закрытие на площади. Сегодня там музыка, напитки, веселье. Большой праздник было написано. Вот мы, короче, пришли посмотреть. Прогуляться. Погода хорошая, просто так морозно и холодно. Вот. Applaus voor uzelf, Antwerpen! Alle luchtgitaren nu, hè. Я купила себе шапочку кашемировую. Все, сейчас 5 часов. И вся программа, вся вот эта вот красота, все закрывается. Все. Уже не работают вот эти вот павильоны с закусками. Все, они убирают, сворачивают, все. Завтра утром здесь уже ничего не будет. Очень жалко прощаться с этой сказкой. Какие правила? До 5 часов сегодня, была программа, вроде бы оговорена, что до 5 часов. Но ровно 5 часов, ровно, смотрите, позакрывались все полностью, вот эти вот ларьки, павильоны, вся ярмарка. Люди там, понятное дело, только что пили, ели, танцевали, еще, понятное дело, продолжают за столами стоять. Уже ходят рабочие, откручивают вот эти все здесь таблички были. Вот, посмотрите, они, бочки, все. Даже не дали вечер догулять людям. Этот последний день празднования. Все, видите, все прям на глазах собирают. Хотела показать вам елочки. Видите? Елочки, живые. То есть их, видите, этот прям квадратом откуда-то достали с грунта, поместили, закрепили. И это цельная елка. Цельная елочка. Она не собрана с множества елок, да? Вот. И не искусственная. Смотрите, как все бережно, да? Делается. Вот такая вот красота у нас утром понедельник. И, между прочим, уже 12 часов дня. Тот, который с ночи не растаял до конца, и уже новый пошел. В этом году зима вообще что-то разошлась. Везде. Просто смотришь, и везде идет снег. Слушай, красота, да, Маркуш? Скажи, вот совершенно другое настроение, да? Вот даже когда завтракаешь и смотришь в окно, это просто магия какая-то, магия. Невозможно оторваться. Правда, нам нужно идти сейчас в школу, Маркуш опаздывает. Вот, поэтому пока сейчас мы выйдем, вот уже все прекратится, как всегда. Ну что, ты сегодня поедешь и покупать себе Да. магний? Да.
Хотя... Достанешь, пожалуйста? Ну. О, thank you. Так, у нас перерыв, а снежок по-прежнему лежит. Правда, дороги черные. Уже все растаяло. Единственный человек, кто заметил, что я постриглась, это Сарина. А когда ты стриглась? Ну вот ты меня подстригла сколько, недели 3 назад? Да, мы стриглись еще до каникул, что ли? Да. Мы решили в торговый центр проехать. Там скидки сейчас минус 70, минус 50. Надо тут посмотреть что-то. Это вот эти рождественские считаются. Мне кажется, меня вечно не было в торговом центре. Я уже даже не помню, когда я здесь была, если честно. Так, сюда. Потому что такое нашествие было. Ну, стоит, смотри, еще. Декорация эта новогодняя стоит. Вчера так все начали убирать на этом грунт-платье. Прям не дожидаясь, пока люди уйдут. А здесь все стоит. Ну, потому что там власть запретила. Ну да. Ой, здесь, конечно, обстановочка все та же. Милые старички сидят себе в тепле и уюте и вкусно там кушают что-то. Даша тоже хочет. Мы после занятий голодные. Даша хочет зайти в Мак перекусить. В общем, как всегда, Даша меня заразила, и я себе тоже заказала. Так, вроде бы заходишь, не хочешь, а потом раз начинаешь клевать, и аппетит приходит во время еды. Ну, сейчас же принесу. Даша вчера купила вот этот аппарат. Нет, продается но здесь на для самом деле домашнего маникюра. Этот аппарат это фигня полная. Он мне только покоцал. Видишь, что такие красненькие. Вообще у меня такая кутикула. Ты привыкнешь, Даш, к нему просто нужно привыкнуть, и ты будешь чувствовать. Вообще у меня такая кутикула, которую надо просто отодвигать. Вот как только начинаются с ней какие-то манипуляции, сразу потом у меня там все в лохмотьях. Я когда ходила на маникюр, мне всегда, ну, как бы не делали, но потом все лохмотья были. Мне вот если его просто отодвигать, тогда все ок. Ну, короче, мне сейчас так нравится прям под корень. Нюд такой, да? И нюд, да, вообще. Красиво очень. Да, учитывая, что это лучше, как чем я самосделанное. себе наделала за 50, и в итоге теперь хожу, не могу дождаться этого вообще уже нет, когда мне его снимут. Я скажу честно, Красиво. что мне жалко тратить деньги на маникюр. Я лучше буду учиться делать его сама. У меня просто ломается, Даша, у тебя хоть ногти крепкие. Я за тебя ничего не говорю, это Да. вообще личное дело каждого, Да. я считаю. И я просто говорю, что мне реально, во-первых, мне очень тяжело сидеть 2 часа, ну, мне очень тяжело высиживать. Во-вторых, мне жалко денег, особенно здесь. Это еще дороже стоит. Ну да, так как евро. еще здесь делают, Ногти, я тебе которые скажу. через 2 недели идеальные, они будут реально 2 недели, потом они же все равно отрастают. Даже если не ломаются, они все равно отрастают. Это ужасно, девочки, вот это ужасно. И плюс, когда я сижу себе что-то пиляю и крашу, я реально отдыхаю в этот Релаксируешь, момент. да? Релаксирую. Да, это вот просто вот, как вот делать массаж самому до лица. Я делаю роликом, потому что у меня же здесь эти мои мышцы. Ну вот просто меня это расслабляет, не знаю. Мне кажется, сейчас все больше и больше людей будет снова к этому приходить. Так уже Потому приходят. что, во-первых, сейчас люди не то что беднеют, просто на все очень сильно растут цены. Я даже читала в Треце, что и в Украине тоже сейчас очень многие отказываются от очень многих бьюти-процедур. И там многие писали, что потому что это уже колхоз, наращивает ресницы. Да дело не в ресницах. Даже от того же маникюра сейчас отказываются потихоньку люди. А зачем мне еще одна такая большая пришла? Глянь. Ну, ты заказала меню, Да. в меню всегда кола. Большая между. Если картошку ты заказываешь большую, то и большая будет эта. Там нельзя на выбор. Нет, я просто картошку знаю, а ту не знаю. Бери. Там можно выбрать меню, либо среднее. Я про картошку думала, только картошку можно большую. А то, Нет, что это еще меню, и кола идет. картошка. Какие красивые украшения. Я так объелась. Я не собиралась
Вот и не нужно мне было есть. Я так объелась. Теперь еле иду с ногами передвигаю. Мои любимые деревья. Как они мне нравятся вообще. Вот эту вот блестящую точечку еще. Очень нежно. Такие скидки сейчас вообще. Минус 50. Посмотрите, минус 70. Вот эти вот рождественские скидки, они шикарные просто. Ну, пришла я, в общем, не с пустыми руками. Мне нужны были все это время, я искала, ну, наверное, с начала зимы я искала себе ботинки кожаные, потому что я купила себе замшевые и хотела плюс-минус такую модель, только кожаные. Вот, и как-то все вообще, все как-то не то. И вот сегодня мы в Дашуне. Посмотрите, так, это Марко Поло с такой хорошей скидкой, минус 50. Ну, вы видите уже на фото. Видите уже, какая модель. Ну, они очень крутые. Я, правда, выбирала между двумя. Вот. Ну, вот видите, с такой подошвой. И там была более классика, более тонкая подошва. Вот. И я почему-то склонялась к тем. А Даша и девочка-продавец, просто они от тех. И прям говорят, very good, very nice, very. Я прям одела. Они прям в два голоса. Даша сказала, что она себе ей такие больше нравятся. Девочка-продавец. Точно так же. Поэтому я так прикинула, в принципе, по те брюки, которые у меня есть. Что да, все-таки, наверное, мне больше подойдет с массивной подошвой. Вот, поэтому кожаный, поэтому я взяла вот такие. Это просто, честно вам скажу, это удача. Без замков, видите, ничего. Это просто удача на самом деле. Взять вот, ну, такую обувь за 50% скидкой. Просто супер. Вообще классика, я не знаю, это обувь просто, ну, неубиваемая. Неубиваемая и навсегда будет актуальна. Всегда. Вот. Ну, конечно, когда на ноге смотрится эффектнее намного. Так что вот, я довольна. Тем более я уже весь последний, не знаю, сколько месяцев я хожу, ищу, обращаю внимание. Все, ну, что-то такое. Тут, ну, на самом деле хороший бренд, хорошая работа. Вот я очень-очень довольна. Также я зашла в медмаркет и взяла себе... Короче, магний B6 и взяла витамин D3, потому что на самом деле сейчас такой период вообще. Еще Бельгия, страна, где мало солнца, плюс еще возраст, все дела. И я чувствую, меня просто уже накрывает. У меня накрывает уже не то, что даже агрессия, настроение. У меня просто уже, ну не знаю, почему-то мозг кипит. В общем, не очень хорошо себя чувствую с настроением. Вот, и совсем на свете, поэтому вот взяла себе комплекс и буду. Чат GPT спросила, там очень большой был выбор из всего того, что там было, посоветовал мне все же, вот больше это просто сбалансированный здесь комплекс, посоветовал мне вот это. Так что вот с сегодняшнего дня буду принимать, мне прям не терпится, честно, начать принимать, потому что, ну, я очень себя чувствую неважно, и в плане настроения, состояния, вообще всего, вот. Поэтому вот такие вот у меня сейчас были покупки. Ну вот они как выглядят. Не знаю, под каким мне углом так встать, чтобы вам было понятно. Ну, конечно же, я же хотела их именно под брюки. Не под спортивные, а под такие, под обычные. Вот. У меня там несколько есть моделей, фасонов. Под платье будет классно. Так что вот, девочки. Мне очень нравится. Очень-очень. Очень удобные вообще. Они такие удобные. Класс, я очень довольна. Дашуня пришла. У нее есть такие красивые носочки. Вот. И она говорит, что они так красивые, но постирались и, как всегда, немножко катушки. Поэтому она пришла за машинкой. Сидит, снимает. Они, правда, такие симпатичные. Смотри, под домашний костюм вообще классный цвет. Мышка. Видела? У тебя мышка точно под цвет домашнего костюма. Да, я тоже это заметила. Заметила? Да. Ты Зенис, да, ты купила? Кстати, да. В Украине же тоже есть этот бренд. Посмотрите, какой он не ярко выраженный, прям домашний, как сейчас обычно домашний, пижама. Он такой вообще, она, правда, совместила. Взяла штаники S или XS, да? А Вера взяла оверсайз. Ну, свой размер, а это взяла XL. Оверсайз, отстань. Ну, и в итоге... нравится, Не, ну правильно, длинная. классно. И
свободная. Я все по это беру всегда. То М, то XL. Так мне самой на то тебе XL. нравится больше оверсайз, когда на тебе эти все Да. толстовки. Всё. И у меня, кстати, девочки Даша спрашивали Почему я не в снимаю комментариях, видео? да, почему Даша не снимает, ждут. Ну, я Девочки я ждут. сказала в своем последнем видео, что у меня были некоторые, не то что даже эмоциональные качели, просто не очень хорошо себя чувствовала, и мне в этом всем не хотелось снимать, просто на эмоциях уже что попало. Вот, а сейчас, то есть я была больше озадачена своим состоянием моральным. Вот, и просто жду момента, когда у меня появится вот это вот сильное, настоящее желание, настоящая какая-то идея. Не хочется просто Вдохновение, снимать, да? вдохновение, потому что мне всегда это хотелось делать именно из-за того, чтобы делать это из души, а не просто клепать. Ну, я потому только что сказала, то, что сейчас дело в том, что в Бельгии в этот период мало солнца, и Да. ну, без какой-либо, ну, действительно попадаешь в Я такое честно какое-то не знаю состояние. просто, что мне хотелось бы, ну вот, то есть мои какие-то мысли, видение даже себя и своей жизни меняется быстрее, чем за последнюю всю мою жизнь, наверное, на протяжении вот этого короткого времени. Из-за того, что я меняюсь очень сильно, у меня, само собой, часто меняется взгляд на вещи, что-то не хочется, чтобы я сегодня что-то рассказывала, а завтра мне уже было за это стыдно. Ну, ты об этом И- пожалела. Ну да, поэтому просто решила дождаться какой-то ясности прежде всего для А так- самой себя. А так оно и есть сейчас. Настолько, ну, вот это состояние какое-то, ну, непростое, психологическое, оно правда, ты сегодня крайне раздражен и такое просто можешь выдавать, Да, а завтра тебе вообще ты понимаешь, даже мысли об этом. Ты понимаешь, что дело даже, ну, как бы не в людях, что реально люди плохие или обстоятельства плохие. Вот просто твое внутреннее состояние делает такую призму восприятия всего в очень чем-то негативном, и ты начинаешь думать, что это действительно то, как это есть на самом деле. Короче, Тебе кто попался под хочется- руку, тот и выгребает да, и тебе обычно, хочется да. пойти, всем об этом рассказать, и, ну, то есть... И всех обвинить, всех да. обвинить, и себя ты намного хуже воспринимаешь и думаешь о себе. Вот поэтому я просто не знаю, что бы мне... Я думаю, я однозначно к этому вернусь, потому что мне очень об этом нравится. Но сейчас мне больше нравится молчать и находиться внутри, нежели что-то приносить вовне, скажем так. Я обязательно вернусь. Всех, кто меня ждет, спасибо вам большое. Даша купила такой себе приборчик. Ну, чего? Очень даже аккуратненький. Попробую. Я хочу просто снять гель-лак, потому что я не могу с ним уже ходить. Марк попросил на ужин картошку. Я вот здесь режу лук, потому что с луком жареная картошка вкуснее. Вот. И хочу показать вам, что у нас сказка продолжается. И там уже довольно-таки хороший слой вот на дорожке. Конечно же, завтра он растает. Но вот этот вот вид на фоне фонаря, ну это просто сказка. У меня все вот впечатления о зиме остались именно вот то, что на фоне фонаря вот идет этот снег, и как он блестит, и как вот вообще просто идешь, и он искрится от фонарей, от цвета. Ну, это, конечно, самое красивое, что может быть зимой. Девочки, ну я сняла этот кошмар. Я вам скажу, этот аппарат очень такой щадящий, и в принципе, ну, какой-то там беды ты им не наделаешь, там, чтобы какой-то слой лишний, знаете, ноготь травмировать или какие-то сделать, знаете, бороздки вот эти, когда, ну, по неумению. То есть он такой довольно-таки, ну, щадящий. Вот эти все насадки, они такие как бы безобидные, поэтому потихонечку, вот, ну, это лучше, чем, допустим, было, потому что, ну, на самом деле уже, правда, неприятно, поэтому вот так вот покрыла просто этой, ну, скажите, блестящей бесцветной основой, и думаю, уже будет куда легче доходить до 9. А там вообще, думаю, может быть, даже я еще не пойду, честно, вот так ходить, дохаживать, что-то мне опять перестало это все нравиться. Эта история, мастера не найдешь, стоит недешево, и в итоге ходишь как вообще неизвестно кто, с ужасом каким-то на руках. Так, у нас уже, смотрите, сколько времени. У нас уже 15 минут 2 ночи. Я сижу, монтирую вам видео, для вас видео. Вот, хотела уже заканчивать, а потом думаю, нет, у меня такой вот позыв прям к вам обратиться, попрощаться с вами и обязательно
поблагодарить вас за все ваши теплые, добрые пожелания. Спасибо вам огромное, девочки, которые поздравили нас, нашу семью с Новым годом. Такие шикарные поздравления. Я каждое прочитала, я вам безмерно благодарна. И всей души, конечно же, желаю, чтобы ваше добро, чтобы ваши эти добрые слова вернулись к вам, боже мой, в 10-кратном размере. Вот. Очень хочу обратиться к своим, к тем 45% зрителей, которые не подписываются, которые упорно не подписываются. Хочу попросить вас сделать мне такой новогодний рождественский подарок, который вам ничего не будет стоить, не нужно покупать, не нужно отправлять, не нужно там что-то там платить. Вот, просто бесплатно, пожалуйста, подпишитесь. Вот, пожалуйста, не забывайте про лайки, дизлайки, что вам угодно. Ваша активность очень для меня важна. Вот, во-первых, это очень важно для Ютуба, во-вторых, это очень важно для моей мотивации. Вот, я вам обещаю, если наконец-то моя цифра будет хоть немножко совпадать количество просмотров с количеством подписчиков, давайте постараемся, чтобы количество моих подписчиков достигло 2000. Может быть, даже чуть-чуть перевалило, потому что у меня среднее количество просмотров свыше 2000. Почему вот такая история, я не могу понять. Вот. Ну, не мотивирует она много снимать, честно вам скажу. Хотя я очень безмерно благодарна девочкам, которые действительно помогают мне вести канал, действительно помогают мне в продвижении. Но это, я вам скажу, малая часть. Спасибо этим чуть-чуть 100 моим зрителям, которые пишут мне комментарии постоянно. Ну и примерно 400 человек, которые ставят мне лайки. Я всем вам очень признательна, но хотелось бы, конечно, чтобы как-то активность все равно росла, вот, и с тем будет расти моя мотивация, вот, и как-то будет мой канал как-то немножко расти. Вот, поэтому я думаю, что в новом году мы будем с вами одной командой. Вы будете мне делать приятно, а я вам буду делать в ответ тоже еще больше приятного. Обещаю вам выпускать больше видео, я буду как-то стараться, может быть, буду больше тоже активно, потому что иногда, конечно, руки пускаются. Особенно, когда ты снимаешь, стараешься, а потом в итоге ни отписки и вообще никакой как таковой динамики нет, которая растет, то, конечно же, немножко грустно становится. Поэтому я вас очень прошу, помогите мне, пожалуйста, не зажимайте вы, пожалуйста, вот эти вот вещи, которые вам совершенно ничего не стоят. Вот. В любом случае, честно хочу сказать, вы же все равно смотрите. В денежном эквиваленте выражается именно просмотр. Вот. А подписка — это просто как бы... Это приятное как бы мне. Вот. Поэтому вот так вот. Буду с вами прощаться. Вот. Все, что хотела сказать, я вам сказала. Вот, всем желаю хорошего настроения, хорошего начала года, не болейте, вот, и будьте, конечно же, осторожны и берегите себя и свои семьи. Всех вас обнимаю. Еще раз с наступившим Новым годом. Всем пока-пока.